Приветствую вас, зрители моего канала. Этот узнаваемый всеми автобус КАВС 685 появился в конце 60-х годов благодаря тому, что Горьковский автомобильный завод, до этого выпускавший грузовой автомобиль ГАЗ-51, стал переходить на производство нового грузового автомобиля ГАЗ-53А. И на Курганском автобусном заводе стали готовиться к выпуску новой модели автобусов на шасси этого автомобиля. Разработкой автобуса на новом шасси руководили заместители главного конструктора завода Мельцев и Басов, а также художник-дизайнер Фоменко. КАВС 685 представлял собой автобус малой вместимости на 21 сидячее место и предназначался в основном для перевозки людей в сельской местности. В автобусе был применен ряд новшеств в виде усиленной рамы и подвески, так как проведенные ресурсные испытания выявили слабость конструкции заднего моста. Также он получил новый карбюраторный V-образный 8-цилиндровый двигатель ЗМЗ-53А, который при мощности 120 лошадиных сил мог разгонять автобус до 80 км в час. В паре с ним работала четырехступенчатая механическая коробка передач. Крутящий момент от двигателя передавался через два вала с промежуточной опорой на задние ведущие колеса, мост которых получил, кроме полуэллиптических рессор, телескопические амортизаторы от ГАЗ-66. Передняя подвеска на полуэллиптических рессорах с амортизаторами. Колеса имели тормоза барабанного типа с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем. КАВС имел закрытый цельнометаллический кузов. Поскольку новый автобус получил шасси с большой колесной базой, то большое внимание было уделено комфорту пассажиров. Было добавлено одно сидячее место и увеличили расстояние между сиденьями. А сам пассажирский салон получился очень теплым, благодаря мощному дополнительному радиатору от «Москвича», что позволило хорошо прогревать внутреннее пространство в холодную погоду. Для удобства пассажиров были установлены мягкие сиденья с поручнями оригинальной конструкции. Вход в салон пассажирами осуществлялся через одну переднюю правую дверь. Водитель имел доступ в свое частично отделенное от пассажиров место через дверь слева. Также в автобусе имелась задняя дополнительная дверь. Водительское сиденье регулировалось по высоте, длине и наклону. Управление автобусом осуществлялось при помощи руля с глобоидальным червяком и трехгребневым роликом. На первых двух опытных экземплярах для лучшего обзора вместо одного сплошного ветрового стекла сделали четырехсекционное, но в серийное производство пошли унифицированные двухсоставные стекла, слегка изогнуты в районе стоек. Вентиляция салона осуществлялась при помощи трех люков на крыше. Выпускавшийся с 1971 года автобус был настолько популярным и массовым, что не было города или села, где бы он не перевозил людей. Особенно он был востребован на предприятиях, где он использовался для развоза работников на работу. Также в них возили студентов на полевые работы. А в конце 1977 года серийному автобусу КАВС 685 даже был присвоен знак качества. Также со временем автобус претерпел еще ряд изменений в плане светооптики. Вместо круглых фар в задней части начали устанавливать квадратные, а передние указатели поворота стали двухцветными. Так как потребности в новом автобусе все больше росли, то Курганский автобусный завод стремился удовлетворить их, создав с 1971 по 1993 год целую серию модификаций автобусов. Начиная от КАВС 685С для северных районов страны, который имел улучшенную теплоизоляцию и двойные стекла салона, до КАВС 3271 с новым двигателем ЗМЗ-5311, а также новой рулевой колонкой и приборной панелью. Была создана и газобаллонная модификация автобуса, которая могла работать не только на бензине, но и на сжиженном газе. Пока всеми любимый автобус КАВС 685 не был заменен новым автобусом КАВС 3976. И если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Желаю вам всего хорошего. Пока.